Добрый день, дорогие друзья. Вчера решил заняться определением блокировок заказов с AliExpress в Крым. И об этом мы поговорим в нашем отдельном онлайн-чате, который в скором времени будет реализован, где мы сможем находиться и общаться в своем тесном кругу для крымчан. Об этом подробнее будет рассказано в ближайших роликах. Друзья, по инструкции 18 у многих до сих пор проходят заказы и заказы отправляются, а другие пишут, что вернулись к инструкции 17 и продолжают заказывать как и прежде. Ссылки на данные инструкции оставлю в описании. Но все же, еще вчера в 19:41 заказал данный заказ в новом аккаунте AliExpress по новой инструкции, которую сегодня уже, думаю, отправят. В данном ролике мы зарегистрируем новую почту, а также новый аккаунт на AliExpress и, естественно, сделаем фактическую оплату нашего первого заказа. Но перед этим надо обязательно открепить свою банковскую карту от старого аккаунта AliExpress. И более ничего в старом аккаунте трогать не стоит. Открепить свою банковскую карту от старого аккаунта AliExpress стало очень удобно. Через приложение. Для этого в приложении AliExpress переходим в раздел «Мой профиль» и в разделе сервисов входим в кошелек. Далее переходим в «Мои банковские карты», и именно на данной странице хранится наша сохраненная банковская карта. Надо обязательно ее открепить, чтобы можно было воспользоваться данной картой в нашем новом аккаунте AliExpress. Также напоминаю, что еще работает наш промокод для новых пользователей AliExpress, который дает скидку в 250 рублей при сумме заказа от 320 рублей и выше, только на первый заказ. Правильное написание данного промокода оставлю в описании под роликом, но по информации на данный момент данный промокод будет активен еще до 30 сентября 2020 года. Ну а если дата или промокод изменится, исправлю в описании. Также существует аналог данного промокода для Украины и Европы, который дает скидку в $4 при сумме заказа от $5 и выше. Правильное написание также оставил в описании. Еще больше купонов и промокодов у меня в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми рабочими купонами и промокодами для AliExpress. Рекомендую подписаться, ссылку оставил в описании под роликом. Ну а мы приступаем к созданию аккаунта AliExpress, в котором и сделаем свой первый заказ. Друзья, нужно каждому создать новый аккаунт на AliExpress, ведь аккаунт, созданный пару недель назад, может уже не работать. В первую очередь, естественно, нам надо скачать и установить данный браузер Mozilla. Ссылку на данную страницу браузера оставил в описании. Но у кого уже был установлен данный браузер Mozilla, то надо обязательно очистить историю браузера и желательно логины. Для этого переходим в меню, далее нажимаем логины и пароли и удаляем все, что касается сайта AliExpress. Далее опять переходим в меню, библиотека, далее нажимаем журнал и нажимаем удалить историю. Выставляем везде галочки и нажимаем ОК. И наш браузер полностью готов к созданию и заказу на сайте AliExpress. Далее нам нужно установить VPN протокол. На данный момент буду пользоваться VPN-протоколом, который называется Touch VPN и который можно скачать со стандартного Windows 10 в магазине Microsoft Store. Данный протокол совершенно бесплатный, в котором есть страна Россия, а также на другие бесплатные VPN-протоколы оставлю ссылки в описании под роликом. А далее мы переходим к созданию нашей почты. Переходим на данную страницу регистрации почты, ссылку на страницу оставлю также в описании под роликом. В этот раз опять создавал почту на Gmail. Для регистрации нажимаем «Создать аккаунт», вводим имя и фамилию. Далее почта сама сгенерировала мое имя пользователя, оставляем как есть и придумываем пароль и снова его повторяем. И теперь нажимаем кнопку «Далее». Далее выбираем Россию. И вводим номер телефона, на который придет проверочный код. И нажимаем кнопку «Далее». Дожидаемся проверочного кода на телефон и вводим его в графу. И нажимаем кнопку «Подтвердить». Далее резервный адрес электронной почты не обязательно. Далее заполняем дату своего рождения. И выбираем пол. Нажимаем опять-таки кнопку «Далее». Нажимаем «Пропустить». Прокручиваем вниз и нажимаем «Принимаю». И вот наша почта создана, и теперь переходим на сайт AliExpress для регистрации нашего аккаунта. Нажимаем «Зарегистрироваться». Далее «Регистрация», «Зарегистрироваться по e-mail». И вводим свой e-mail, который мы только создали, и можно ввести такой же пароль, который мы написали при создании своей почты. Далее передвигаем ползунок вправо до упора и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Друзья, на данном этапе, возможно, подозрительная активность будет нашего канала. Нам надо будет просто подтвердить по СМС, ввести тот же номер телефона, который мы вводили при создании почты, и также придет проверочный код только от сайта AliExpress, который мы введем и разблокируем наш аккаунт, который посчитался подозрительным. Но, друзья, также если заказывать через приложение AliExpress, надо обязательно очистить кэш телефона плюс кэш самого приложения AliExpress. А также перед заказом обязательно надо отключить геолокацию в настройках телефона. Без отключения геолокации заказать будет невозможно. Для отключения геолокации в телефонах для iOS надо перейти в настройки, далее переходим в раздел «Конфиденциальность», служба геолокации и отключаем их, а также можно отключить отдельно только для приложения AliExpress. Ну а теперь давайте перейдем к заполнению нашего адреса доставки. На данный момент адрес доставки у меня заполнен именно так, и все заполнено на русском языке, кроме города и данных букв.
Город и буквы между цифрами моего настоящего крымского индекса написаны английскими буквами. Можно перейти немного выше и посмотреть, чтобы была выставлена доставка в Российскую Федерацию. Как мы видим, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар и валюта выставлена рубли. Сохраняем. Далее фамилия, имя, отчество написано на русском языке, и самое интересное — это графа улица, в которой написано название моей улицы Луговая, через пробел написан мой номер дома, далее через пробел слово отделение и через пробел написан мой настоящий крымский индекс через буквы ЗИС, который написано также через пробелы с одной стороны и с другой. Это очень важно, ведь непоставленный пробел между буквой и цифрой в большинстве случаев спровоцирует закрытие заказа. А если надо указать номер квартиры, можно написать просто слово «квар» и через пробел также номер квартиры, например, 3. Также, друзья, не стоит ставить точки и лишние запятые, так как из-за точек и запятых и других символов также заказы на AliExpress закрываются. Далее, как мы видим, после моего настоящего крымского индекса через пробел написан мой город сокращенно. Также написано через английские буквы, так же как и буквы ЗИС. Написание города также очень важно, так как из-за явно написанного крымского города заказ может закрыться сразу или в 4 утра. Надо максимально изменить написание своего крымского города так, чтобы AliExpress не понял, что это название крымского города. В комментариях под данным роликом можно спросить рабочее написание своего города, ведь уже кто-то заказывает с AliExpress в Крым с написанием именно вашего города. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте, пожалуйста, поставить лайк под роликом и подписаться, естественно, на канал. Как мы видим, мой город написан через пробел и написан в сокращении полностью английскими буквами. На данный момент уже вчера мне пришла посылка с указанием такого сокращения и без указания моего настоящего крымского индекса. Далее, как мы видим, край указываем Краснодарский край, и далее город можно указать любой, но на данный момент я указываю Краснодар. И далее в графе почтового индекса вписываем свой настоящий крымский индекс, но первую цифру изменяем на единицу. Мой настоящий крымский индекс 299 814, и именно поэтому в данной графе указано 199 814. Но очень важно, чтобы данного индекса в России не существовало, поэтому это проверяем через сайт Почты России. И на данной странице вписываем свой индекс через единицу. И данные города в выпадающем списке означает, что данный индекс в России не существует, и его можно использовать. Ссылку на данную страницу проверки индекса также оставил в описании. Но если данный индекс будет найден, то можно единицу изменить на тройку или четверку и так далее. Главное, чтобы такой индекс в России не существовал. Далее в информации для таможни стало обязательным заполнение фамилии, имя и отчество на русском языке с заглавными буквами, так как написано у нас в паспорте. Ну а все остальные данные в информации для таможни можно не заполнять, ведь данная информация нужна только для некоторых платных служб доставки, для быстрого прохождения посылки на таможне. А если данная информация для заказа понадобится, то оплата не пройдет, пока мы не заполним ее. Также, возможно, со временем AliExpress сделает обязательным заполнение ИНН в вашем аккаунте, а возможно далее и других паспортных данных. Поэтому ссылку на статью на сайте AliProsto о том, как узнать свой ИНН в России, оставлю также в описании. И после того, как все заполнили, выставляем галочки и сохраняем данный адрес доставки. Но, друзья, данное заполнение адреса доставки для заказа с AliExpress в Крым будет постоянно меняться. И именно поэтому в дальнейшем буду создавать дополнительные ролики с дополнением к данному видео и номеру, в которых буду рассказывать про изменения в данном заполнении адреса доставки. И все такие актуальные ролики с дополнением для заказа с AliExpress в Крым буду добавлять в данный плейлист для Крыма. Ссылку на данный плейлист оставлю в описании, ну и за такую находчивость поставьте, пожалуйста, лайк под роликом. Ну а мы переходим к фактической оплате заказа в нашем новом аккаунте AliExpress. Для этого обязательно переходим на AliExpress через кэшбэк-сервис, чтобы вернуть проценты от нашей оплаты. Кэшбэк-сервисы — это сервисы, которые договариваются с магазинами о том, что будут приводить клиентов и за это получают свои проценты. И именно этими процентами кэшбэк-сервисы и делятся с приведенными клиентами, то есть с нами. Рекомендую зарегистрироваться на данном сервисе, и обязательно нужно активировать свой кэшбэк-аккаунт путем подтверждения своей электронной почты. А теперь для получения кэшбэка нам надо просто с данного сервиса перейти на AliExpress. Находим сайт AliExpress и нажимаем. Далее нажимаем «Перейти в магазин». И через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress. И далее мы заказываем на AliExpress, как и обычно. И после заказа наш кэшбэк появится в данной графе в режиме ожидания, и после подтверждения нашего заказа перейдет в данную графу подтвержденного кэшбэка, который мы сможем вывести любым удобным для нас способом на карту, онлайн-кошелек или счет мобильного телефона. Ссылку на данный кэшбэк-сервис оставил в описании. Обязательно регистрируйтесь, подтверждайте почту и пользуйтесь. Рекомендую пользоваться каждому. Ну а теперь мы полностью готовы оплатить дешевый заказ на сайте AliExpress в нашем новом аккаунте. Давайте оплатим данную дешевую отвертку, так как денег уже совсем не осталось. Также можно применить промокод новичка, который сминусует 250 рублей. Но цена нашего первого заказа должна быть не менее 320 рублей. И если наш заказ будет стоить от 320 рублей, то вводим данный промокод в данную графу и нажимаем кнопку «Применить».
И данная цена нашего заказа, который будет от 320 рублей, уменьшится на 250 рублей. Правильное написание данного промокода оставил в описании. Но данный промокод будет работать только для новых пользователей AliExpress. Поэтому, кому интересно посмотреть, что такое не новый пользователь для AliExpress, можно поставить на паузу. А мы вводим данные нашей банковской карты МИР от РНКБ и нажимаем кнопку «Оформить заказ». Наша оплата с AliExpress в Крым прошла успешно. Наверное, в одном из следующих видео сделаю отдельный ролик, в котором будут собраны самые частые номера ошибок при оплате заказа с AliExpress в Крым. Друзья, обязательно в комментариях напишите статус вашего заказа, прошла оплата или нет, заказ был отправлен или нет, а также, возможно, появилась какая-либо ошибка при оплате. Обязательно жду комментарии под данным роликом. Друзья, если после оплаты заказа на AliExpress заказ закроется, не стоит переживать, ведь AliExpress официально возвращает деньги в течение 3-20 рабочих дней, автоматически на тот счет, с которого оплачивали заказ. Но на практике AliExpress переводит деньги в течение 3-8 рабочих дней. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.